Признавать свое текущее состояние, тот участок пути, на котором я нахожусь, это очень полезно, хоть и может быть болезненно. Нужна смелость сказать себе: «Мои дела обстоят не самым лучшим образом, а если честно, то вообще плохо». Но на этом нельзя останавливаться. Далее надо найти способ, что теперь делать из этого текущего состояния, а точнее, надо снова вернуть себя в состояние или вернуть в себе ощущение, что при любом внешнем раскладе мне есть что делать, мне есть что менять в себе. И вообще, это только лишь и является главным. Что я могу сделать самостоятельно при каких бы то ни было обстоятельствах? Как только лишь я выпускаю это понимание и ощущение из сознания, сразу как будто мир рушится вокруг. Но рушится не мир, а моя бдительность. Пока еще сознание не сделало своей привычной парадигмой «все есть во мне, все идет и начинается из меня». Пока еще оно сбивается на старый курс периодически, каждый раз оказываясь в тупике. У меня ничего не получается, в окружающем мире нет тех результатов, которые бы я желал. Но сознание уже столь часто бывало в этом тупике разрушенных надежд, опущенных рук и несбывшихся ожиданий, и также часто выбиралось оттуда на главную истинную дорогу, что сейчас, попадая опять в эту ошибку, я уже не воспринимаю ее как нечто больное, беспросветное и невыносимое. Я уже смотрю на это как привычную, случающуюся иногда ошибку, которую я точно знаю, как исправлять. И исправление с каждым новым повтором ошибки происходит быстрее, легче, с меньшими усилиями. Итог мне видится таким, что я с каждым новым попаданием в эту ошибку буду все лучше и эффективнее из нее выбираться, что в конце концов это исправление будет занимать всего мгновение. То есть продолжительность моего нахождения в ошибочном мировосприятии будет стремиться к нулю.